День 1583. Алекс на связи. Изучая умный дом и все технологии, связанные с умным домом, я периодически читал разные статьи, смотрел разные видео. И когда появилось очень много каналов в Telegram, я начал подключаться к этим каналам. Ну и также я читал информацию на разных форумах о системе умного дома, о разных устройствах, их описание смотрел на разных сайтах. Но, конечно, думал, что сейчас я подключусь на какой-нибудь форум, и там будет какая-нибудь очень полезная информация, которую я еще не нашел или не прочитал. На разных видеоканалах, в разных статьях очень много информации о устройствах, потому что устройства появляются постоянно новые, производители их выпускают очень часто разные версии этих устройств. И, конечно, очень много появляется распаковок, где показывают, как устройство выглядит, какие у него там характеристики, что у него там что-то изменилось, что-то улучшилось, какой-то вид поменялся, какие-то комбинации свойств разные там появились. И дальше еще показывают, как там их подключить к конкретному приложению конкретного производителя или там на нескольких даже разных устройствах, там на айфонах или под Android сделать то же самое. Очень часто показывают, как нужно в разных системах умного дома это настраивается. И даже есть какие-то варианты, как это можно в каком-то приложении от какой-то системы умного дома написать какой-то простейший сценарий. Ну и если там посмотреть несколько таких распаковок, то становится понятно, что фактически все об одном и том же, нету никакой дополнительной информации. Ну да, какое-то устройство, оно в принципе интересно, но таких устройств очень много, и какое выбрать из этих устройств тоже не очень понятно. Какая у него надежность, какие у него есть фичи, какие есть баги, конечно, это при распаковке никто не сможет показать. Есть некоторые видео, действительно, или статьи, которые хорошие, где информации достаточно много описано, и можно все-таки увидеть, что человек действительно там поизучал на протяжении какого-то времени это устройство, пожил с этим устройством и после этого дает информацию. Или действительно попытался настроить, как-то интегрировать в свою систему и какие-то фичи тоже рассказывает. Например, у меня есть несколько таких устройств, которые я купил по обзорам. Понятно, что я пытаюсь найти какое-то решение, которое позволит мне там решить какую-то проблему существующую. Уже я понимаю, что я уже перепробовал много вариантов решений. Я примерно понимаю, какие есть технологии или могут появиться технологии. И, соответственно, в эту сторону копаю, ищу, смотрю. И потом, если я приобретаю такое устройство, я, конечно, часто тоже разочаровываюсь, потому что когда начинаешь его настраивать, то видно, что у него есть какие-то особенности, какие-то ограничения. И, допустим, если я какое-то устройство планирую подключить и использовать через родное приложение, там одни возможности, одни какие-то настройки. И если его использовать через уже систему умного дома, которая установлена у меня на локальном компьютере, то, конечно, там есть некоторые недоработки, не до конца доделана интеграция, или по какой-то причине эту интеграцию не могут корректно развить, чтобы она умела обрабатывать дополнительные функции с этого устройства. И таким образом устройство, конечно, становится достаточно неудобным. И, например, если рассматривать датчик присутствия, который мне очень понравился из обзора, то когда я его купил, начал использовать, то стало понятно, что, во-первых, чувствительность этого датчика тоже достаточно ограниченная, дальность этого датчика тоже не очень хорошая, и сами функции этого датчика, то есть определение присутствия, она тоже с определенными особенностями.
То есть то, что, допустим, в видеообзоре показывалось как недостаток, что он там задерживает срабатывание, еще какие-то вещи, это, конечно, наоборот, даже мне оказалось плюсом. А то, что в видеообзоре, допустим, не было показано как какой-то недостаток, для меня он оказался большим препятствием, и нужно было уже на уровне системы умного дома очень много экспериментировать и делать разных дополнительных скриптов и сценариев для того, чтобы обрабатывать ситуации, например, связанные с движением людей, с отсутствием людей, чтобы свет, например, сразу не выключался. Также очень часто показывают разные настройки параметров. Конечно, во-первых, это очень мелко и все равно ничего не видно. Например, когда я смотрю с телефона этот обзор, то там нужно очень сильно приближать и нужно там устанавливать на паузу, чтобы просмотреть. И понятно, что если я делаю на компьютере, и я могу, конечно, там на одном экране открыл это видео, на другом экране там что-то я делаю, каким-то образом это все оперативно смотреть. Но на самом деле это вот прямо такое применение только, да, локально. А когда просто смотришь какое-то описание, где начинают настраивать это устройство, прописывать какие-то параметры этого устройства, заводить какие-то переменные, конечно, это очень такой технический уровень, который, в принципе, даже и не нужен, потому что все равно у меня в системе, например, умного дома совсем другие параметры и совсем другие датчики, и даже, может быть, другая версия этого ПО и драйверов каких-то для этого устройства, что, в принципе, не будет соответствовать. Посмотрев и почитав очень много статей в интернете, изучив разные устройства, захотелось, конечно, получить какую-то более подробную информацию. Стал подключаться на форумы разные, смотреть, что там есть, что там пишут. Стал подключаться к разным телеграм-каналам, чтобы там посмотреть какие-то новую информацию об устройствах или какие-то особенности. Но на самом деле практически все эти форумы и каналы, они довольно бесполезны. Нужно, во-первых, очень долго искать по этим всем сообщениям, задавать вопросы тоже непонятно кому, потому что, во-первых, и отвечают не сразу, и очень часто начинают отвечать какие-то люди, которые вообще, в принципе, не разбираются ни в теме, а просто у них есть очень много свободного времени, чтобы сидеть в конкретном канале или конкретном форуме и что-то там писать. А найти какую-то новую идею или какие-то новые устройства или какие-то новые технологии узнать, конечно, из этих форумов не получается, потому что люди подключаются в надежде тоже что-то найти. И очень много новичков, которые, в принципе, ничего не попробовали и начинают задавать очень простые вопросы, там, совсем элементарные, что даже иногда вызывает огромное недовольство всех остальных участников. И, в общем, непонятно, зачем такой человек такие вопросы задает на форумах. Например, я подключался к форуму Яндекса по умному дому. Там, конечно, вроде как ожидается, что это специфический прямо форум для разработчиков. И действительно там иногда задают вопросы, связанные с разработкой или с особенностью какой-то. Допустим, у Яндекса документация не всегда достаточно актуальна. И, например, какая-нибудь фишка перестает работать. И, конечно, хочется узнать, а где, хотя бы где-то, что изменилось и почему оно так работает. Но на самом деле эти форумы, конечно, не отвечают, там не сидят разработчики Яндекса, или они там сидят, но они ничего не пишут, ничего не отвечают. Конечно, что они выкладывают какую-то информацию об изменениях, и поэтому, когда смотришь там, думаешь, сейчас найду какую-то идею и пойму, почему так работает. Но на самом деле этот канал тоже абсолютно бесполезный оказался, и мне пришлось просто от него отказаться. Ну и в целом, конечно, телеграм-каналы, они не очень удобны, то есть форумы, они хотя бы хоть как-то индексировались поисковиками, и можно было найти определенную статью,
или какой-то пост, где какой-то вопрос решался или поднимался и обсуждался, то в телеграм-канале, во-первых, это не ищется никак, и нужно по самому каналу искать, но это тоже не очень удобно, структуры нормально нет. Конечно, сейчас Telegram тоже развивает, создали некоторые подобие форумов, но поскольку это все-таки закрытая информация, и она в интернет не индексируется, то найти ее практически нереально. И даже на форумах по вообще каким-то очень специфическим системам, например, на форуме OpenHub, я заходил и в телеграм-канале по OpenHub, то даже там либо это какие-то люди, которые просто начали только изучать и задают там очень много вопросов, и им тоже, по идее, и некому отвечать, потому что, хотя эксперты там, конечно, и есть, но у них тоже недостаточно времени отвечать на очень простые вопросы. До сложных каких-то вопросов, до интересных тем обычно на этих форумах и не доходит. Ну и есть, конечно, разные статьи, разные сайты о системах умного дома и об устройствах умного дома, но в основном это какие-то фактически заказные статьи. Это либо пытаются продать какую-то систему очередную, какое-то устройство универсальное, делают универсальный шлюз, но в целом, конечно, задача по сути одна: это продать это устройство, продать услуги какие-то. И на таких форумах, по большому счету, тоже ничего интересного и полезного с точки зрения технологий или каких-то особенностей найти практически невозможно. То есть никакую идею, там, ноу-хау, конечно, никто не будет выкладывать и рассказывать в деталях.